29 декабря в Нижнекамске произошла история, с реальностью которой сложно поверить даже тем, кто стал ее свидетелем. Это случилось за несколько дней до Нового года, в то время, когда улицы украшаются яркими гирляндами, в домах появляется аромат свежих мандаринов, а сердца людей наполняются надеждой на чудо. Но вместо радостных ожиданий жители одного из дворов оказались свидетелями настоящего кошмара. Происшествие, которое больше напоминает сюжет мистического фильма или страшного сна, нежели реальную жизнь. Однако все это случилось здесь и сейчас, посреди нашего общества, среди обычных людей, живущих рядом с нами. Во дворе жил пес по кличке Зевс. Этот пес был непростым дворовым животным. Он обладал умом, преданностью и добротой, которыми не каждый может похвастаться. Зевс был уличным псом, но отнюдь не диким. У него была своя стая, своя компания друзей и настоящие хозяева в лице местных жителей, которые регулярно кормили его, играли с ним и заботились о нем. Особенно трогательна была связь Зевса с детьми. Они с радостью бегали вместе по двору, играли в снежки и катались на санках, а Зевс всегда оставался рядом, охраняя их и не допуская никаких опасностей во время зимних прогулок. Он никогда не был одинок. Рядом всегда гулял его верный друг, другой дворовый пес. Они были как два неразлучных брата, исследуя вокруг все, что попадалось на их пути. Они нюхали свежевыпавший снег, с любопытством следили за воробьями и радостно гоняли друг друга, принося радость и уют в привычный мир двора. Однако в тот темный и холодный декабрьский день судьба сыграла злую шутку. На одном из оживленных перекрестков, прямо на пешеходном переходе, месте, которое должно быть безопасным для простых пешеходов и животных, произошла страшная трагедия. Оба пса оказались под колесами автомобиля. Водитель либо не успел затормозить, либо просто проигнорировал ситуацию. Кто теперь сможет понять, что именно произошло в тот момент? Удар был сильным, раздирающим и мгновенно изменившим судьбу двух безобидных существ. Один из псов погиб тут же, мгновенно. Он упал на снег, и его сердце остановилось навсегда. Другой, Зевс, выжил, что выглядело почти как чудо. Но даже выжив, он получил серьезные ранения. Его задняя лапа была сломана, и он едва мог шевелиться. Шок, боль, холод и непонимание смешались в глазах бедного пса. Он не мог осознать, что произошло. Его друг лежал неподвижно рядом, а он сам с большим трудом пытался ползти к ближайшей обочине, оставляя за собой кровавый след на белоснежном снегу. На помощь ему первыми бросились дети. Те самые ребята, с которыми Зевс когда-то бегал по двору. Без страха и колебаний они аккуратно подняли его, завернули в теплый плед и отнесли к подъезду дома, где жила одна из семей, часто подкармливавшая пса. Их сердца были наполнены состраданием и надеждой помочь другу. Взрослые, услышав шум, вышли на улицу. Кто-то принес горячее молоко, кто-то теплое одеяло, кто-то телефон, чтобы срочно вызвать помощь. Целые часы люди звонили в различные ветеринарные клиники Нижнекамска, но была предпраздничная суета. Большинство врачей уже ушли на новогодние каникулы или попросту не отвечали на звонки. Казалось, без помощи специалистов ситуация станет безнадежной. Но, к счастью, одна ветеринар, Аделина Камалева, согласилась на вызов и приехала из клиники «Светлячок». С ее приездом люди вздохнули с облегчением. Наконец-то помощь будет оказана. Однако после внимательного осмотра Зевса врач произнесла слова, которые звучали словно приговор: «Собаку нужно усыпить. Она мучается, а прогноза нет». Те слова стали ударом молота для всех присутствующих. Раздалась тишина, и все замерли в оцепенении. Решение нужно было принимать быстро, но страх, горе и растерянность мешали мыслить ясно.
Зевс тихо скулил от боли, не в силах двинуться. Люди собрали деньги, 5000 рублей, на оплату процедуры, надеясь облегчить страдания мучающегося животного. Врач достала шприц и сделала укол. Через несколько минут сердце пса замедлилось, а затем остановилось. Все подумали, что Зевс умер. Прощание было тихим и трогательным. Кто-то взял лопату и выкопал могилу в ближайшем овраге за домом. Небо было серым, снегом укрыла землю тишина. Люди молча опустили пса в землю и попрощались с ним. Не просто дворовым псом, а частичкой их двора и их души. Кто-то в слезах прошептал: «Прости нас, Зевс». Казалось, что этот миг останется навечно в сердцах тех, для кого Зевс был другом и защитником. Но наступило утро 30 декабря, и произошло невероятное событие, заставившее всех поверить в настоящее чудо. У подъезда снова сидел Зевс. Он смотрел на окна, вилял хвостом, слегка шатаясь. Пес был грязным, с комками земли в шерсти, напуганным, но живым, настоящим живым существом, а не призрачной тенью. Он просто вернулся. Люди, увидев это, были ошеломлены. Казалось, такое просто невозможно. Кто-то даже перекрестился от волнения и изумления. «Но мы же его хоронили», — прошептала пожилая женщина, сдерживая слезы. Перед ними стоял Зевс. Тот самый пес, в глазах которого горела надежда. Он пришел обратно к тем, кому доверял, к тем, кто, как он думал, спасет его. Позднее выяснилось невероятное. Зевс пережил укол, очнулся в могиле и, несмотря на боль и слабость, сумел выбраться из своей могилы. Сколько страха, боли и безысходности пришлось ему пережить в темной промерзшей земле, знает только Бог. Раненый, с больной лапой, он копал землю, царапал ее когтями и мордой, отчаянно борясь за жизнь и свободу. Жители двора, пораженные чудесным возвращением пса, вновь начали звонить в клинику и требовать немедленной помощи ветеринара. Но в ответ им прозвучал отказ. «Мы заняты, времени нет». Деньги, которые были собраны на усыпление, вернуть не пожелали. Не получив необходимой поддержки, жители обратились к журналистам и зоозащитным организациям. История начала широко распространяться в социальных сетях и СМИ. Общественность была возмущена. Как такое может быть? Кто несет ответственность за случившееся? Свое объяснение дала и сама Аделина Камалиева. По ее словам, усыпления не было. Она утверждала, что сделала псу лишь обезболивающее и снотворное, чтобы тот смог отдохнуть и отойти от шока. Она не знала, что собаку будут хоронить, и думала, что его просто укладывают на отдых. Таким было ее видение ситуации. Эта версия вызвала множество споров. Одни поверили, другие — нет. Но факт остается фактом. Собака была признана мертвой и похоронена, а утром вернулась к жизни. Этот случай вызвал бурю эмоций и активных дискуссий. Одни обвиняли ветеринара в халатности и непрофессионализме. Другие винили тех, кто настоял на усыплении по ее совету. Третьи осуждали себя за то, что не пытались найти альтернативное лечение. Как часто бывает, однозначного виновного назвать сложно. Ответственность в этой трагедии разделили все. Ясно одно — никто не был готов к такому развитию событий, кроме детей, которые выходили Зевса первыми. Именно они, без страха и колебаний, бросились на помощь псу. Именно они плакали, когда слышали о его предполагаемой смерти. И именно они радовались больше всех, увидев его живым и здоровым на следующий день. Эти дети — единственные, кто не предал, кто сохранил чистоту души и искреннее сострадание. Их поступок напоминает всем взрослым. Чтобы проявлять сострадание, не нужно высшее образование или профессиональная подготовка,
Оно живет в сердце каждого из нас. Сегодня Зевс находится на передержке и получает необходимую заботу от волонтеров и зоозащитников. Хотя его лапа пока еще вызывает боль и ограничения в движении, он жив и полон желания жить дальше. Его глаза светятся благодарностью, он еще осторожнее, но каждое движение в его теле наполнено надеждой и верой в лучшее. Что будет дальше? Никто не знает наверняка. Возможно, ему удастся полностью восстановить травмированную лапу, возможно, придется смириться с последствиями травмы. Но одно ясно точно — этот пес заслуживает любви, заботы и теплого дома, в котором он больше никогда не услышит страшное слово «усыпить». Пусть история Зевса станет символом веры. Веры в силу жизни, силу духа и доброту людей, которые рядом. А те, кто был рядом с ним в эти тяжелые и счастливые дни, навсегда запомнят, настоящие чудеса случаются, особенно под Новый год. Дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этой историей и пишите комментарии. Вместе мы можем сделать этот мир добрее. До новых встреч!